утро. На самом деле сейчас 11 часов. Проснулся я первый раз в 6, сходил, справил нужду, малую нужду, и пошел спать снова. А костер все тлел. Вот этот вот пенек, который отпилил лучковой пилой. Вот такой вот толстый. Долго тлеет. Сейчас можно его перевернуть, подложить вот тот уголь, другой. И будет снова костер. Ну, посмотрим. Может, так и сделаю. Вот палатка. Сейчас посмотрим, как там. Это вот лежат пуховые такие чуни. Надевал ночью. Здесь вот инвентарь, все сюда подсобрал. И пила тут, термос, газ. Сейчас буду чай делать. На солнце тепло, а не на солнце не очень. Вот как внутри. Шишки, коленками на шишки не очень попадать приятно. Вот. Вот спальник. Китайский пуховый спальник. Вот этот конденсатник из Тайвека. Вот коврик. Это пуховый такой капюшон. Очень удобно вместо штатного капюшона спальника такой использовать, потому что головой можно вращать. Вот там вкладыш, но я не стал использовать вкладыш, поскольку спал в термобелье. Подушечка эта оказалась не очень практичная. Надо какую-то получше придумать. Это вот, наверное, чтобы в самолете спать. Вот. Спал хорошо, тепло было. Ночью было -2. У меня есть термометр. Вот он. Что он сейчас показывает? А сейчас он показывает 10,5. 10,5. А ночью -2 показывал. Вот так вот. Вот там дымится этот уголь. Ну и день шикарный. Яркое солнце. Я уже поставил заряжать солнечную батарею, павербанк. Как-то он стал прям тьфу-тьфу-тьфу хорошо работать. Зарядил телефон от 14 до 100%, а он примерно на 40% снизился. Это, я считаю, неплохо. Ветра нет, солнечно. В общем, повезло с погодкой. Какие-то паучки. Это радио там лежит. Вот кепка, носки флисовые, но пока их не надевал. Вот такие вот дела утром. О, тут уже палатка начинает этот. Вот, кстати, посмотрите. Вот это само по себе деградирует. Сетка. Поэтому палатка должна быть из ткани, а не из какой не из сетки. Сетка — это ерунда.
Вот и утро. Ну как утро? 12 часов сейчас. Бабочки желтые, коричневые, всякие. И вот река. Она прям на солнце настолько красиво блестит. Течение, водоворотики небольшие. А вот мой лагерь. Вчера все убрал под палатку, чтобы ничего не терялось. Сейчас приношу обратно. Вот, как я и говорил, пень разгорелся. Ну, сейчас сильный костер мне не нужен вообще, в принципе. Так, тлеет и тлеет что-то. Радио работает. Буду делать чай, сейчас газ есть. Спиннинг еще не забрасывал. Иду посмотрю, что там с соком березовым. Вчера набрал немного березового сока. Вспомнил, что пил его последний раз 17 лет назад. Опечалился. А вот это вот мачете. Вот и ответ. Нужно ли мачете в походе? Спилил я вот это дерево. Сухое дерево было. Ну, видно, кора там отстает. Все сухое оно. Я живые деревья не пилю. Вот, спилил и вчера его разделывал. И лучковой пилой, но в основном силки пилой отпиливал. Оно стояло на этих сучках, как на козлах. И я постепенно кусочки отрезал дерева. Ну и вот 3 таких отрезка где-то по метру сжег. То есть, в принципе, это дерево хватит на 2-2,5 дня. Вот такое дерево. Но если еще и большие будут пеньки, типа вот того. И вот тут лес. Конечно, сейчас ходить по этому лесу тоже еще та ситуация. Клещи могут быть. Тут я цеплял клещей. Ну ладно. Ничего страшного. И вот как выглядит этот лес. Везде все подтоплено. Очень много сухих деревьев. Причем здоровых таких. Вот это вот дерево наклонное, ну вроде как нависает над палаткой, но я посмотрел, оно там таким образом расположено, что на палатку упасть не может. Ну и вот по поводу дров и пилы. Это ручеек, тут канал какой-то. Вот, например. Такая вот елочка лежит. Там березки лежат. Что тут только не лежит. Удивительные каналы заполнились водой. Только весной так бывает.
мостик. Дятел, что ли, долбил? Не знаю, откуда здесь столько этих щепок. Наверное, дятел. Кто его знает. Это вот явно когда-то пиленное дерево кем-то. Может, тоже лучковой пилой, кто его знает. Хотя нет, вряд ли. Не знаю. Очень уже оно старое и гнилое. Ну и вот там вот так вот. Ух. Какие тут места заболоченные достаточно. Такой лес труднопроходимый. Это вот пройти, ну, в болотных сапогах, может, как-то можно там, но все равно сложно. Вон моя палатка видна. Ну вот, скажем, я уж не говорю про такое, это для силки вообще на раз, или для лучковой. Вот. Такое вот дерево, например. Или вот это. Можно здесь, не знаю, зимовать. Скрываться от разных неприятностей. Ну или же вот. Это дерево в диаметре, ну, пожалуй, метр или более. Да еще и двойное. Столько веток. В общем, с дровами тут при наличии хорошей пилы не будет больших затруднений. Деревья гигантские. Вот тоже огромные. Ну или вот. Вон дятел как его раздолбил. Это дерево. А птичка. Синичка. Красота, вода коричневая. Ну вот такой вот в метр толщиной висит. Вот там я отпиливал вчера. Вот оно тут вот отпиливал я. Вон виден срез. Тащил вот это все через ручей. Перетаскивал через ручей. Вон видно, докуда вода доходила. То есть вот здесь все было затоплено, где вот половодье было. Красота. Лепота. Временами ручка ножа. А, нет, это карабин металлический, которым нож крепится, стукает об мачете. Надо меры принять, чтобы совсем не было звука. Не стукай. Елочки маленькие, зелененькие. Ну, а это вот
хворост. Тоже, вон, видно, мачете порубил быстренько. Вот. Радио мое любимое играет. Фарда. Иранская. Музыка там. Хорошая. На Селигере слушал. Да и вообще. Еще вот румынское радио я люблю. Там тоже порой бывают передачи неплохие, музыкальные. Вот про что я говорил. Вот это вот дерево меня напрягало. Но нет, оно упасть на палатку не может. Тут другие деревья препятствуют. Но если упадет, то в ту сторону. Пытался вчера сок добывать березовый. Ну, полстакана добыл. Главный сам факт. Думал, может быть, сморчки где попадутся, но нет, ничего подобного не видал. Вот кто-то вот тут деревья портил, рубил. Вот. А железяку я вчера уже среди ночи, наверное, часа в 2, все-таки засунул наверх. Во куда. Метра на 3 поднял ее с помощью палки. Надеюсь, оттуда не снимут. Да и не заметит ее, кто не знает. Это тотем местный. Нужно и в ту сторону прогуляться. Тут тоже еловые и сосновые деревья растут. Шишек много. То есть с печью тут тоже не очень даже есть чем топить. О, стена еловая. А тут было бревно. Видимо, кто-то его утилизировал. Рыбаки тут есть. Я с ними, в принципе, знаком, так как много лет. Да, вот тут видно, бензопилой работали. Специфическая такая стружка. Ну, много осталось вот хвороста. Да, вот тоже что-то срублено. Интересно. Вот лужи, заливы такие. Вот рыбаки здесь вот базируются. Да, спилили здоровое дерево. Вот тут как необычно дуб, что ли, они спилили. А может, нет, нет, это сосна все же. А вот что-то рубили. Вон дуб. Ну, вот такие вот тут затоны. Там вообще заросли. Ты особо не пройдешь. Они на лодке приплывают, говорят, как же ты там, типа, через лес, там же не пройти. Я говорю, ну, если очень захотеть, то можно пройти. Как бы, если мотивация сильна и знаешь, куда идти. Хотя я тоже немножко заплутал. Потому что дороги после зимы
Ну, вот, например. Ну, вот нафига так делать? Ведь, ну, варварство. Хорошая сосенка. Взяли и скромсали топором. Эх, люди. Сколько раз я думал, у нас люди живут бедно. Ничего-то у них нет. Но вот у них же есть вот такая природа драгоценная. И относится как, не знаю, не понимают этого, наверное, просто. Как, у меня бы вот рука не поднялась такое сделать. Просто вот не ради там выживания, не ради спасения кого-то, а просто вот так вот, можно сказать, из хулиганских побуждений. Что никакой пользы в этой сосне нету, сырой. Для чего она? Просто топор использовать. Не знаю. Для меня это все дико. Жалко мне эти деревья. Ну, может быть, я слишком как-то сентиментален, слишком к этому отношусь серьезно, а людям наплевать. Не знаю. Вот сейчас буду готовить чай. Все подготовил. Вода у меня вот набрал. Сколько воды я использовал. Вчера один раз чай заварил. Вот из этой бутылочки. Вот ветка, на которую, когда я был зимой в прошлом году, прикреплял я туда украшения. Ну и вот горит пень. 15 минут работы лучковой пилой и много часов горения костра. Жаркого, мощного горения. Вчера аж я не знал, где тут сесть, такая жара была. В общем, надо чай делать. Ну и вот заряжается тут. Это счастье. Когда такая погода, тишина, ветра нет. Ничего больше не нужно. Смотреть на это все, вдыхать ароматы эти, да и дым даже ощущать. Видеть бабочек, слышать вот пение птиц. Я не знаю, что может быть выше. И вот бабочка. Вот она. Желтая бабочка. И к ней еще одна. Вот это красота. Не такая уж длинная наша жизнь, чтобы тратить ее на какие-то пустяки. Тем более на зло. А вот еще и коричневая бабочка. Не, все, лето приближается. Приближается лето.
Вот маленькая пила. Крафтул, но это какая-то японская, то ли Тагика, то ли Таджима. Очень много зубьев, на дюйм 22 зуба. Эта пила может применяться для каких-то тонких работ. Вот, покажу. Ее вот. Очень тонкий, почти как полированный срез. Ну и, допустим, скажем, надо сделать нам какой-то вот пропил. Силки так я бы не рискнул делать, а то на руку она соскочит. А пропил для чего нужен, может быть? Чтобы делать лучковую пилу, например. Вот. Тонкий узкий пропил. Естественно, эта пила работает только на себя, как все японские пилы. Оп. Вот, например, какой-то такой вот фигурный вырез можно сделать, не особо утруждаясь. При этом она гнущаяся. Ну, скажем, вот можно и вот так вот ее пилить, и вот так. В общем, это для тонких каких-то работ. Но мне она в основном нужна, я думаю, с ее помощью делать раму для лучковой пилы на Селигере, там большую такую раму, чтобы такого масштаба эти бревна можно было пилить с удобством. Потому что мне вчера пришлось как? Сверху сначала пилить, потом сбоку пилить. И все равно до конца это бревно не охватило. Я уже там его как бы чуть-чуть подломил, расширилась щель, и там я уже пропилил пилой. Вот в эту чехол в этот помещается мачете, пила и вот силки еще. Ну,
что Силке сказать. Это, конечно, сила. Вот если говорить об одном инструменте, когда у вас выбор взять только один инструмент, вот это. Именно вот Big Boy такого вот сорта 7. Есть разные, там с синей ручкой, с черной ручкой, более мелкие зубья, это не нужно. Вот для наших условий вот это. Есть еще с желтой ручкой и с искривленным лезвием. Можно, но мне кажется, что все-таки прямое лезвие, оно поинтереснее. Ну и вот так можно делать. Это если в каком-то положении пилить. Аккуратно надо с ней обращаться. Она вот так вот не фиксируется. Ну вот хорошо сделать яркого цвета темляк такой. В общем, это просто совершенно новый этап. Новый этап в лесорубном мастерстве. А это для тонких работ. Разборная тоже пила. Вот, и сюда же еще влезает мачете. Вот они ножны. Тут на фастексе. Это я сделал из разделочной доски. Вот рубил я и рубил. Видно вот следы от этих, в общем, веток. Ей хоть бы что. У7 сталь, похоже, вот это. 1070. У7, значит, по-нашему. Хорошая сталь углеродистая, твердая. Но ржавеет, поэтому надо ее оксидировать. Я лак весь снял с нее, они поставляются лаком покрытые. Потому что это, ну как, безобразно будет выглядеть. Лак снял и вот оксидировал немножко. Не ржавеет, от ударов оксидированный слой не сдирается. Вот. Это заклепки для кожи двухсторонние. Ну, это люверс обычный. Здесь вот от доски, где вот у нее рукой брать, вот такой остался след. Но я подумал, пусть будет, вода будет вытекать оттуда. Если наберется туда вода, она вот тут вот стечет. Вот. Вот такая вот штучка. На редкость удобная вещь. Вот. Раз ее вот так. Оп, все. И тут у меня и нож, и мачете. Все под разные задачи. Все быстро достается. Что это, что то. С левой стороны я всегда это все ношу. Чтобы правой рукой вот так вот сразу достать. А не тут там что-то ковыряться справа. Точно та же самый нож. Вот. Он в войлочных ножнах. Это мой такой заслуженный нож. Вот. Чай варю. Половил немножко рыбу. Что-то ничего не поймалось. На воблер ловил, на блесну ловил. Ничего. В общем, этот поход больше посвящен лесорубному делу. Но в этом плане удачный. Вот, чай закипел. Пускай немного покипит. Пожалуй, я старый чай выброшу. Старый-то я выброшу, значит. Даже не знаю, буду ли я сегодня что-то готовить. Что-то прям не хочется мне ничего готовить. Может, просто сушек еще поем. У меня еще хлеб есть. А суп не буду варить. Ой, дым идет.
заснуть. Так, немного. Ой, дымина идет. А вот здесь чай из Ташкента. Зеленый чай. Чувствую себя копченой колбасой. Прям запах такой копчения. Хотя вроде сосна лежит. Ладно. Это запах благородный. Кто ехал в электричке, там кошмар. В туалет пошел. О, просто жесть. Вот и народ богоносец. Кстати, Пасха сегодня. Христос воскрес. Вот. Этот чайник как раз вот идеально сочетается с этим сосудом. У него есть радиатор, поэтому на газу он быстро закипает. А еще сюда я налью немного. Ничего нет. Вот. Ночью минусовая температура была. Минусовая была. -2 где-то. Пускай сюда сейчас налью, чтобы термос согревался. Минусовая температура была. Ну, я попил чай из термоса, нормально. Если бы я его оставил в этой, он бы на воздухе остыл за очень-очень короткое время. Поэтому термос тоже это из разряда надо иметь, must have. Радио можно не иметь, хотя хорошо иметь его. А вот термос иметь надо. Газ я предпочитаю после того, как применил, отключать, потому что все равно все эти переходники, все это, они могут пропускать там где-то что-то, а так он стоит, вот вес написан, заправлял его уже не знаю сколько раз, там с бытового баллона заправлено. Вот. Следопыт. Вот, а чай? Ой, а кружку-то я что ли не принес? В общем, короче, надо за кружкой будет идти. Переливать надо чай, как узбеки делают. Ну и вообще все умные люди так делают. Буду собирать лагерь свой. Палатку, спальник скручивать. Вот ПВД. Только вроде придешь, только вот развернешься. Думаешь, насладиться тут костерком, рыбной ловлей. А время... Хотя часов я не ношу, в принципе. Ну, не вижу в этом смысла. Как украшение, но это надо дорогие, там за миллионы там рублей. Это, ну и как это как-то это пошло, как у бандитов каких-то.
котлы. Да ну нет, не хочу, это мерзко как-то. Там часы карманные, да, можно. У меня есть такие электронные часы пластиковые, карманные. Но вообще у меня такое поверье, что когда я носил часы, у меня происходили какие-то ужасные неприятности в жизни. Поэтому я стараюсь часы избегать. Не ношу их. То ногу сломал, то без пальца остался. Все, были часы в то время. Думаю, ну его, зачем мне такие удовольствия? И вот обхожусь и без часов. Ну как, телефон есть у меня. Часы вот тут вот показывают 13:21. Ой, через 40 минут начну собираться в 2 часа. Электричка в 6. Ну там еще в 9 есть. Но это очень поздняя. Она идет почти 3 часа до Москвы. Там уж пересадка. То есть прямого пути нет сюда. Только с пересадкой. Судьба такая у меня, с пересадкой ездить. И на Селигер с пересадкой. И сюда. Что поделаешь? Да, надо за кружкой идти и чай пить. Вот поел сушки сегодня с утреца. Сушки простые. Так как я простой человек, мне только такие положено. Простые сушки. Но я их поел с сыром. С плавленым. Вчера его ел, плавленый сыр. Сегодня это вот сытная, хорошая вещь. Конечно, не дешевый продукт. Но что поделаешь. Тоже по распродаже купил. Так бы, конечно, не купил бы. Еще у меня печенье есть. Черный хлеб. Ну, там для супа набор есть. Но, скорее всего, суп я уже не буду варить. Потому что времени уже не так много. Да и не хочется как-то. Да. Ой, пойду за кружкой.